Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами разберем, как защитить свои деньги и имущество в Германии от новых бытовых и финансовых рисков. Сначала важная тема для всех, кто делает заказы в интернете. Что же делать, если в приложении горит статус «Доставлено», но коробки нет ни под дверью, ни у соседей? Мы с вами разберем, почему такая ситуация может дорого вам обойтись и как закон помогает защитить ваши деньги. Во второй части выпуска важное предупреждение. Мошенники все чаще используют банковские реквизиты, связанные с кодами IBAN. И я вам расскажу, на какие именно признаки стоит обратить ваше внимание, чтобы вовремя распознать подозрительную схему до отправки евро. И под занавес новая проблема на дорогах Германии. Случаи краж топлива происходят все чаще, и мы с вами разберем, к каким расходам это может привести обычных водителей. Досмотрите до конца, будет, друзья, максимально полезно. Итак, заказ различных товаров прямо к порогу дома стал для каждого из нас привычной частью комфортной повседневной жизни. Но этот удобный быт мгновенно рушится, когда логистическая система дает сбой. Может случиться так, что вы останетесь вообще без посылки, даже если статус доставки уверенно указывает на то, что она успешно доставлена вам или вашему соседу. Посылка, которая так и не дошла до адресата, не только сильно раздражает, но и может дорого обойтись покупателям, нам с вами, если продавец утверждает, что доставка была успешно выполнена. Когда же ритейлер указывает в качестве причины отсутствия проблемы с доставкой, многие люди просто не знают, как правильно реагировать на эту ситуацию. Однако, как объясняют юристы, у покупателей в таких случаях действительно есть законные права и четкие варианты действий, позволяющие нам с вами добиваться возврата денежных средств. Ключ к защите ваших денег, друзья, лежит в правиле перехода рисков. Профильные адвокаты ссылаются на важнейшую норму Гражданского кодекса Германии БГБ, а именно на параграф, внимание, 475, пункт 2. Закон прямо предусматривает, когда интернет-магазин продает вещь частному лицу, то есть нам с вами, материальную ответственность за транспортировку до момента надлежащего вручения несет именно сам продавец. То есть покупатель не обязан, друзья, оплачивать логистические ошибки из своего кармана. Запомните главное правило. Товар считается доставленным только тогда, когда вы лично или ваш представитель фактически получили эту коробку. Если же курьер службы, например, DHL или Hermes, составил заказ соседям без вашего предварительного согласия, продавец по закону все равно несет ответственность за доставку. Точно так же, если посылку оставили в общем коридоре, такое нередко бывает, а затем ее похитили, порядок вручения может считаться нарушенным, и у покупателя появляются законные основания требовать повторной отправки товара или возврата денежных средств. У меня, друзья, была личная ситуация, когда прямо на пороге в подъезд, то есть на первом этаже прямо на входе, оставили 3 посылки на первой ступеньке, сфотографировали и ушли. Меня дома не было, и я должен был быть через 2-3 часа. Для подобных ситуаций юристы подготовили готовый шаблон обращения, который помогает грамотно изложить свою позицию и сослаться на действующие нормы закона при общении с продавцом. В уведомлении рекомендуется указать: «Я не получил оплаченный товар, поскольку переход рисков по параграфу 475 Гражданского кодекса происходил только при личной передаче товара получателю. Прошу повторно отправить заказ, либо вернуть уплаченную покупную цену в течение 7 дней». Если интернет-магазин затягивает разбирательство, у вас остается легальная возможность обратиться напрямую в службу доставки. Логистические гиганты вроде компании Hermes или DHL принимают официальные претензии от получателей в предусмотренных правилами случаях. Когда оплаченную вами коробку не удается найти на протяжении нескольких недель, вы имеете полное законное право запустить процедуру официального розыска отправления. Для этого на портале перевозчика заполняется специальное заявление о пропаже груза. Впрочем, транспортные компании не рассматривают подобные обращения без детальной проверки. Чтобы добиться выплаты компенсации, потребуется предоставить убедительную доказательную базу.
Обычно перевозчик запрашивает качественную фотографию или электронный скан квитанции о доставке, а также официальное подтверждение реальной стоимости вложения. В качестве весомого подтверждения подойдут и фискальный чек из магазина, выписка из онлайн-банкинга или счет-фактура. Если вы покупали вещи с рук или по какой-либо причине потеряли чек, не паникуйте. При отсутствии документов, подтверждающих стоимость товара, служба Hermes может рассчитывать размер возможной компенсации по минимальной ставке, исходя именно из физического веса утерянной посылки в соответствии со своими правилами рассмотрения подобных случаев. Но даже если вам, друзья, удалось отстоять свои права и вернуть деньги за пропавшую посылку, расслабляться рано. Следующая схема куда опаснее, потому что здесь люди нередко переводят деньги самостоятельно, будучи уверенным, что выполняют совершенно законные требования. Именно поэтому сейчас все больше жителей Германии внимательно проверяют подобные письма еще до того, как нажать кнопку оплаты. Ситуация на рынке взыскания долгов в Германии сегодня выглядит двояко. Если у человека, например, действительно имеются давние неоплаченные счета за коммунальные услуги или интернет, крупные компании имеют полное законное право передать взыскание задолженности специализированным коллекторским организациям. Понятно? Поэтому официальные требования о погашении долга сами по себе не считаются противоправными. Однако организации по защите прав потребителей предупреждают, под видом законных требований все чаще действуют мошенники, рассылающие гражданам поддельные письма с требованием оплаты, рассчитывая на поспешные переводы денег. Любой житель Германии, обнаруживший в своем почтовом ящике сомнительное требование об оплате, может воспользоваться эффективным способом проверки. Внимание! В качестве одного из инструментов защиты специалисты рекомендуют сегодня использовать постоянно обновляемый список Бранденбургского центра защиты прав потребителей. В этот перечень регулярно добавляются сведения о выявленных мошеннических схемах, подозрительных отправителях и других случаях, о которых сообщают пострадавшие и специалисты. Потребителю достаточно ввести в поисковую строку официального сайта имя отправителя или указанные контактные данные, чтобы быстро проверить, встречались ли ранее подобные обращения и вовремя распознать возможные признаки мошеннической схемы. Впрочем, друзья, каждый раз искать информацию в базе данных вовсе на самом деле не обязательно, ведь один из самых важных признаков нередко находится прямо в строке IBAN. Международный номер банковского счета сам по себе не подтверждает мошенничество, однако, друзья, позволяет определить, в какой стране открыт счет получателя. Именно поэтому специалисты рекомендуют перед отправкой любых сумм внимательно, буквально, скажем так, под лупой изучать реквизиты. Иногда уже эта информация поможет увидеть несоответствия, которые могут указывать на мошенническую схему, даже если само письмо выглядит, скажем так, убедительно и оформлено с использованием поддельной официальной символики. При обнаружении в своем почтовом ящике с логотипом службы взыскания самое главное правило – внимание, сохранять хладнокровие и не поддаваться эмоциям. Подобные уведомления действительно могут вызывать сильный стресс, поскольку злоумышленники нередко выстраивают текст так, чтобы оказать на нас с вами, на человека, психологическое давление, то есть испугать судебными последствиями и подтолкнуть нас к поспешному платежу. Но даже в ситуации, когда вы твердо уверены, что у вас действительно имеется старый долг перед банком или, например, страховой компанией, не стоит переводить евро без предварительной проверки. Понятно? Таким образом, даже при законном взыскании важно внимательно проверить все абсолютно начисления и убедиться, что запрашиваемые суммы соответствуют реальному положению дел. В качестве эффективного инструмента для проверки специалисты рекомендуют воспользоваться бесплатными государственными и общественными сервисами, которые помогают проверить информацию о требованиях по взысканию задолженности. Такая проверка позволяет вам выяснить, существует ли действительно за вами задолженность и соответствуют ли заявленные суммы имеющимся документам.
Однако, если в процессе проверки выяснится, что организация, направившая это требование, уже фигурирует в официальных предупреждениях Организации по защите прав потребителей, ситуация требует от вас особой осторожности. В таком случае специалисты рекомендуют не переводить ни в коем случае деньги на указанные реквизиты и не подписывать документы, предусматривающие автоматическое списание денежных средств, пока все обстоятельства не будут тщательно проверены. Более того, независимые эксперты по безопасности также не рекомендуют вступать в переписку с отправителями подозрительных писем до выяснения всех обстоятельств. Не стоит, друзья, звонить по указанным в письме номерам телефонам, понятно, отправлять ответное сообщение или пытаться оспаривать требования через электронную почту, если подлинность отправителя вызывает у вас сомнения. Потому что любая ваша обратная связь может подтвердить злоумышленникам, что адрес электронной почты, домашний адрес или тот же номер телефона используется реальным человеком. После этого могут последовать новые попытки мошенничества с применением абсолютно уже различных методов социальной инженерии. Именно поэтому специалисты советуют сохранить это письмо, зафиксировать реквизиты и другие указанные в нем данные, а затем проверить их через официальные источники. Главный признак, который нередко помогает распознать подозрительную схему, связан с географической привязкой банковского счета получателю. Финансовые специалисты в Германии обращают внимание, во многих мошеннических схемах деньги предлагается перевести на счета именно за пределами Германии. Такой подход может затруднить последующее выяснение обстоятельств и возврата средств. Определить на самом деле страну регистрации банковского счета можно буквально, друзья, за несколько секунд, взглянув на начало строки IBAN. Международный стандарт предусматривает, что первые две заглавные буквы в коде IBAN обозначают государство, в котором открыт банковский счет. Если коллекторское агентство действительно работает в Германии, то его банковские реквизиты во многих случаях начинаются правильно с буквы DE, указывающей на немецкую банковскую систему. Если же в требовании указан счет, начинающийся с букв, например, GB, это означает, что банковский счет открыт где? Правильно, в Великобритании. Market LT указывает на Литву, а буквенное сочетание GR на Грецию. Само по себе это еще не доказывает мошенничество, однако, друзья, несоответствие между заявленным немецким отправителем и зарубежным банковским счетом является серьезным поводом для дополнительной проверки перед переводом денег. Однако, современные, друзья, мошеннические схемы становятся все более продуманными, поэтому полагаться исключительно на префикс IBAN сегодня уже недостаточно. Специалисты по информационной безопасности отмечают, что злоумышленники могут использовать и банковские счета, открытые в самой Германии, в том числе через подставных лиц или компаний, используемые в мошеннических схемах. В подобных случаях, вы понимаете, строка IBAN действительно будет начинаться с привычных букв DE. Чтобы вызвать доверие, в такие письма нередко добавляют большое количество вымышленных регистрационных данных, поддельных документов и фиктивных юридических адресов. Именно поэтому надежная проверка требует комплексного, друзья, подхода, и здесь важно сверять как банковские реквизиты, так и название организации, используя официальные предупреждения Организации по защите прав потребителей и другие достоверные источники. Но на самом деле угрозы для ваших денег не заканчиваются ни на банковских переводах, ни на поддельных письмах. Есть еще одна, друзья, проблема, которая все чаще затрагивает водителей в Германии и может обернуться весьма серьезными расходами. Речь идет о кражах топлива, число которых в отдельных регионах вызывает все больше вопросов у полиции и владельцев самих транспорта. Такие инциденты фиксируются на общественных автозаправочных станциях, неохраняемых придорожных парковках и строительных площадках. Для владельцев автомобилей и коммерческого транспорта это может обернуться существенными финансовыми потерями. За последние несколько недель в немецких СМИ все чаще появляются сообщения о кражах топлива. По данным правоохранительных органов, в отдельных случаях злоумышленники похищают сотни,
а иногда и тысячи литров дизельного топлива из баков грузовых автомобилей, строительной техники и стационарных резервуаров. Полиция обращает особое внимание на отдельные районы федеральной земли Баден-Вюртемберг, включая окрестности Карлсруэ, Равенсбурга и Хайльброна, где было зарегистрировано несколько подобных случаев. При этом представители Министерства внутренних дел Германии призывают не делать поспешных выводов. В комментарии информационному агентству ДПА они отмечают, что пока прошло недостаточно времени для оценки общей динамики подобных преступлений на уровне всей страны. Но, тем не менее, сотрудники полиции, все же работающие на местах, сообщают, что злоумышленники используют хорошо подготовленные схемы. По данным следствия, в ночное время они могут вскрывать навесные замки, снимать крышки топливных баков или повреждать пластиковые баки, после чего с помощью насосов и шлангов перекачивать дизельное топливо в заранее подготовленные емкости. Кроме того, полиция сообщает и о случаях, когда злоумышленники заправляют автомобиль и покидают территорию АЗС, не оплатив даже топливо. Чтобы затруднить установление личности, могут использоваться поддельные или похищенные регистрационные знаки, а лица скрываются под капюшонами или масками. В связи с этим некоторые автозаправочные станции сегодня увеличивают меры безопасности и меняют организацию своей работы, чтобы именно снизить риск подобных происшествий. Хотя центральные государственные ведомства до сих пор не опубликовали окончательные статистические данные по динамике краж топлива, независимые экономические эксперты отмечают, что на рынке топлива и в логистическом секторе действительно наблюдается рост внимания к подобным инцидентам. Чем выше остаются цены на легальных заправочных станциях, тем более привлекательно для незаконного оборота может становиться похищение топлива. Руководители же частных АЗС в отдельных интервью также сообщают об увеличении числа инцидентов. Особой зоной риска остаются придорожные заправки и технические участки трасс, где меры наблюдения и контроля могут быть менее плотными, чем в крупных городских зонах. Впрочем, обычным водителям и владельцам коммерческого транспорта, друзья, не стоит впадать сегодня в панику, ведь с помощью базовых превентивных действий можно все-таки снизить риск подобных ситуаций. Профильные специалисты по безопасности в Германии рекомендуют сегодня ряд мер, которые могут сделать автомобиль менее привлекательным для злоумышленников. В частности, советуют использовать более защищенные крышки топливных баков с усиленными замками. Сейчас жизнь показывает, что физические и визуальные элементы все-таки защиты могут играть роль дополнительного сдерживающего фактора. Кроме того, важно внимательно подходить к выбору именно самого места парковки. По возможности лучше оставлять свой автомобиль на закрытых или охраняемых стоянках. Если все-таки приходится парковаться на улице, рекомендуется по возможности располагать автомобиль так, чтобы доступ к ключу топливного бака был ограничен конструкцией стены, забора или других препятствий. Также предпочтение стоит отдавать хорошо освещенным местам и зонам с видеонаблюдением или датчиками движения. Для крупных транспортных компаний система видеонаблюдения и контроля становится важным элементом безопасности автопарка. Они помогают не только фиксировать инциденты, но и предоставлять дополнительные доказательства в случае расследований. При обнаружении подозрительных действий рядом с заправочными колонками специалисты рекомендуют немедленно сообщать в полицию. Общая ситуация на рынке топлива и уровень цен продолжают оставаться тем фактором, влияющим именно на внимание к вопросам безопасности, поэтому, друзья, базовые меры предосторожности остаются актуальными для всех участников дорожного движения. На этой аналитической ноте наш с вами подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и вашей финансовой безопасности в Европе. Если вам искренне понравился сегодняшний разбор про юридические тонкости возврата пропавших посылок, скрытые признаки в строках между кодов и случаи кражи топлива на автобанах, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.